Вот такой аппетитный яблочный пирог 3 стакана я сегодня сделал. А если вы желаете узнать, как я это делал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся выпечкой-экспериментом. Пару дней назад на YouTube я смотрел одну блогершу, и она делала пирог, называется рецепт 3 стакана. Она сказала, что этот популярный, все знаете, но для меня это было совсем новое. Я посмотрел и решил попробовать сделать сегодня по этому рецепту пирог и с вами же поделиться. Может быть, это для вас будет новое, что новое тоже, как для меня. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Так, практически все, что мне надо, здесь у меня на столе приготовлено. Я взял здесь пакет яблок, у меня есть килограмм яблок примерно. Сейчас его вымоем, вычистим, удалим сердцевину. И теперь каждого яблока удалим сердцевину. Итак, и теперь яблоки мы пропустим через терку. Сейчас я приготовлю мою терку. Здесь у меня электротерка. Яблоки слишком большие, я скажу, яблоко еще пополам порежу. На 4 части. Теперь я взял миску, и сюда в миску я добавил стакан муки, стакан сахара, и теперь идет стакан манки. Вот так. Сейчас я немножко приберусь здесь. И теперь эту смесь 3 стакана мы сейчас как следует перемешаем. Повторяюсь, здесь 3 стакана. 1 стакан муки, стакан сахара и стакан манки. Честно скажу, я таким образом никогда не делал. Так что это для меня эксперимент для самого. Попробовать и посмотреть, что ж получится. И в то же время у меня же духовка нагревается до 180 градусов. Повторюсь еще раз, у меня здесь начинка, потому что у меня камера была выключена, я не помню, засняла это или нет. Так что здесь через терку я пропустил килограмм яблок, добавил немного лимонного соку, немного сахара и корицы. И все как следует я перемешал. Это основная начинка. Так, также я взял здесь уже противень. На дно противня здесь у меня бумага пекарная. Еще пропрыскал пекарным маслом и сделал слой сливочного масла. Теперь сюда на дно мы высыпем вот таким образом равномерно 1 слой яблок сделаем. Так, яблоки дали мне сок, потому что у меня там сахар, но ничего. Так, сейчас мы равномерно распределим это. Сразу же скажу, я таким методом ни разу не делал, так что мне просто самому интересно посмотреть, что ж у меня получится. Так. Теперь идет слой нашего теста сухого. Теперь распределю аккуратненько. Не знаю, правильно делаю или нет, но можно попробовать и попытаться и посмотреть, что ж получится. Так. И теперь оставшиеся яблоки пойдут сюда сверху.
то же время у меня духовка нагревается до 180 градусов уже. Вот так. И теперь сюда отправляем оставшуюся нашу сухую муку, сухое тесто. Так. И теперь я возьму с морозильника масло и пропущу через терку. И теперь мы ждем, как у нас духовка нагреется, и сразу же эту духовку 180 градусов до готовности. Так она сказала. Но я думаю, что пойдет минут 40-45. Я вам в конце видео точно время скажу, сколько у меня пошло здесь. Итак, духовка у меня нагрелась. Идет духовка теперь с Богом. А время я вам скажу, сколько у меня пошло на выпекание. Итак, пирог у меня хорошо выпекается. Но так как пирог сам рассыпчатый, я думаю, что его подавать надо прямо в форме, ложкой накладывать на тарелку. А к этому я решил сделать взбитые сливки. Так что сейчас мы соберем сливки, все приготовим. И как у нас пирог остынет, а можно будет это подавать. Добавим сахар по вкусу и взбиваем сливки теперь. Вот и все. И как мы будем подавать пирог, тогда мы сразу подадим со взбитыми сливками. А это сейчас все идет в холодильник у меня. Итак, пирог у меня выпекался 45 минут. Но я думаю, что так как сверху все рыхлое, его надо подавать, ложкой брать, кусочки ложить на тарелку и с тарелки кушать. Но у меня к этому я взбитые сливки сделал. Так что теперь ждем, как это все остынет, и тогда я вам скажу, что ж на самом деле у меня получилось. Итак, мой пирог яблочный 3 стакана остыл. Я попробовал, да, я посмотрю, если можно будет перевернуть, чтобы красивее было. И честно скажу, что перевернулся очень легко, и нигде ничего не посыпалось. Для красоты я еще решил добавить сюда немного сахарной пудры. Конечно, пудра будет растаять, потому что яблоки сами по себе дали сок. Итак, осталось посмотреть, попробовать в разрезе, что ж у нас. Конечно, подниматься не должно было, там ничего такого нет, чтобы подняло это. Посмотрим, как она будет форму держать. Держит форму отлично, я считаю. Посмотрите. И, как я сказал, я буду подавать со взбитыми сливками. Сейчас взбитые сливки добавим. Итак, давайте попробуем на камеру, что ж на самом деле у нас получилось здесь. Посмотрите. Неплохо получилось. Честно скажу, что неплохо получилось. Единственное, что этот пирог мне напоминает, совсем недавно я делал десерт английский десерт яблочный или крамбл, или ревень крамбл, крошка. Что-то наподобие такого, но я делал в один слой. Слой ревня или слой яблок, и тогда сверху посыпал смесь крошки. А здесь получилось в 2 слоя. И средний слой, он такой немножко тягучий получился, такой тяжеловатый. Так, мой вердикт. Этот пирог можно делать, он простой. Единственное, что я бы гостям этот пирог не подавал. Этот пирог хорошо пойдет кушать дома после еды с семьей, как десерт. А в качестве пирога, когда гости приходят, я не думаю, что это будет хорошая идея, потому что вы хотите, чтобы пирог был пышный и все такое, а здесь такого нету.
Может быть, я сделал какую-то ошибку, допустил, когда я делал этот пирог, я не знаю. Но я просто я пользовался рецептом, то, что был на YouTube, и решил попробовать, потому что рецепт показался очень-очень легкий. Посмотрите, может быть, я дал вам какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. Единственная большая просьба вам, если я где-то сделал ошибку, пожалуйста, напишите, потому что этот пирог я никогда не делал по этому рецепту, и это был эксперимент для меня тоже. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всемирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.